Привет, вот я и добрался до обучающих видео. Тема этого тьюториала — аналоговый синтезатор Korg Volca Keys. Я покажу вам интересный лайфхак, как обойти ограничение в 16 шагов во внутреннем секвенсоре Volca Keys. Секвенсор в этом синте является также лупером, в котором можно сохранять до 4 тактов, но при этом уменьшая разрешение каждого шага в режиме 2 тактов до 8 ноты и в режиме 4 тактов до 4 ноты с помощью так называемого дивайдера. Также секвенсор имеет режим Flux, позволяющий не привязываться к ритму вообще, то есть то, что вы записываете, не будет квантизироваться. Для нашего лайфхака нам необходим внешний секвенсор. Это может быть любой аудиоредактор с функцией MIDI на компьютере, такой как Pro Tools, Ableton, Reaper или любой другой секвенсор, на планшете, на телефоне или вообще железный секвенсор. Какой вам удобнее, такой используйте. Главное активировать MIDI-клок, чтобы ваша волка играла синхронно с этим секвенсором. Я буду использовать Ableton Live в связке с контроллером Push 2, чтобы наиграть секвенции в реальном времени прямо сейчас. Давайте запишем что-нибудь в Ableton. Я активировал метроном в Keys, потому что компьютер никак не подключен по аудио, только по MIDI. И я не смогу услышать метроном из Ableton. Удаляем старые секвенции и записываем нашу секвенцию в Ableton. VCA Volca Keys один на все 3 голоса, поэтому я отквантизирую также окончание нот. Итак, мы записали секвенцию в компьютер. Теперь мы переводим дивайдер в режим 4 ноты и активируем режим Flux. И записываем секвенцию Volca Keys. Как вы видите, все работает. Теперь таким же образом мы запишем во вторую Volca Keys басовую партию. Для этого я использую функцию Repeat на пуше. Вот такую партию, например. Пока временно отключим аудиоклок. Нам нужен MIDI-клок. Включаем метроном, потому что, повторюсь, компьютер не подключен в аудиосистему, и поэтому клик из Ableton я услышать не смогу. Подключено только MIDI. Давайте же запишем секвенцию в компьютер. Отквантизируем ее. Для басовых партий я люблю использовать режим Polyring, в котором активируется генератор прямоугольной волны, в отличие от генератора пилообразной волны в других режимах. Режим дивайдера у нас в режиме четверти, флюкс активирован. Хочу обратить ваше внимание, что в режиме дивайдера 8 и 4 нот Volca Keys не хочет стартовать синхронно с другими волками. Это баг, который, надеюсь, будет когда-нибудь исправлен. Проблему сейчас эту можно решить, запустив секвенсор в обычном режиме дивайдера 1 к 1, где один шаг соответствует 1/16 ноте, а потом уже перевести секвенсор в режим дивайдера.
Вот так можно расширить возможности этого замечательного синтезатора. Спасибо за внимание, до следующего раза.